Знаете, с челкой всегда выходят какие-то казусы. Что это за челка такая? Почему с ней столько проблем? Да потому что ее стригут неправильно. И смотрите видео до конца, в конце покажу виды челок и чем они отличаются друг от друга. Если не знать, как ее стричь, а еще плюс не попасть в тип волос, это превращается в головняк. Я думал, надо, не надо, надо, не надо, надо. В итоге я их купил. Что такое? Эти плачущие девочки из инстаграмов, тиктоков. Да, понятно, что человек хотел челку-шторку. Вот очень хорошо видно сейчас в мокром состоянии, что здесь сделано не так. Во-первых, вот представьте, в мокром состоянии волосы всегда длиннее. Вообще, в принципе, у девушки волосы вьющиеся, не кучерявые, не кудрявые, а вьющиеся. И в сухом состоянии они у нее короче сантиметра на 3. Да, а что такое 3 сантиметра до челки? Это ж как до Луны и обратно. Это первое. Второе, что важно здесь увидеть, они достаточно жесткие у нее. Жесткие волосы, как правило, вообще нельзя коротко стричь. Вот если приглядеться, такие плотные, хорошие волосы. О чем нам это может сказать? Ну вот если бы ко мне девушка пришла и сказала, я хочу челку-шторку, ок. Хочешь, на твои волосы, в принципе, можно это сделать, но однозначно длина бы мной была бы выбрана гораздо длиннее, чем здесь. И я думаю, что я бы предложила вот этот вариант с удлиненной челкой-шторкой, с глубокой челкой-шторкой, а не вот эти 3 пердинки, которые теперь торчат, и с ними ничего не сделать, пока это все не отрастет. То есть вот самая короткая часть челки у нее по переносицу, это очень хорошо видно. И что-то мне подсказывает, чтобы убрать эту жесткость, ее еще и профилировали. Второе, очень важную роль здесь играет, как челка себя ведет от корней. Тоже надо это понимать. У кого-то челка просто лежит, как полотно, буквально в вертикальном падении. А у кого-то, благодаря какому-нибудь подшерстку, либо росту волос, от корней, бывает, волосы прям стоят под каким-то определенным градусом. Даже до 30 градусов могут доходить. То есть это достаточно высокий вот такой изгиб. И порой даже люди сами не укладывают. Это волосы так растут. И у данной девушки, судя по всему, именно такая картина есть, потому что даже после того, как она их намочила, они все равно стоят от корня. Это тоже нужно учитывать. Она еще берет, господи, боже мой, плойку, которая одновременно сушит и укладывает. Она, естественно, поднимает... Она, естественно, поднимает волосы от корней гораздо больше, чем это требуется. И в итоге получается вот такой шлем. Вот-то что-то, конечно. Как это исправить? В данной ситуации, в принципе, не супер критично. В отличие от вот этого разбора, тут просто трэш. Ссылку на это видео оставлю в описании. Неприятно. Длины не хватает, это первое. И второе, челку-шторку надо еще уметь укладывать. Это не про то, что мы вот так просто взяли и закрутили на бигуди или на плойку. Нет. Или там на фен, на расческу. Нет. Челка-шторка укладывается совершенно по-другому. Я вам покажу в каких-нибудь из ближайших видео, как правильно сделать укладку челки-шторки на себе. Потому что, несмотря на мой экстравагантный сегодня вариант укладки, вот вам один из вариантов, как можно выходить из проблемных стрижек. Напоминаю, что оперативно на ваши вопросы я отвечаю в первый час после выхода нового видео, поэтому подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе. Где меня найти? Все ссылки на мои соцсети в описании и в моем закрепленном комментарии. И всегда читайте описание, потому как я могу туда вставлять разные полезные ссылки на материалы, которые я упоминаю в своих видео. Вдруг что-то появляется очень актуальное. И смотрите видео до конца, в конце всегда горячее объявление. Между прочим, когда у меня отвалились волосы от блонда, это было в 2012 году, я сделала себе окрашивание безаммиачным красителем. Об этом есть видео на канале, я неоднократно об этом говорила. Так вот, когда у меня отвалились волосы от блонда, я именно таким способом и спасалась. Потому что у меня был примерно вот такого размера ежик, вот такой.
И вот этот ежик я просто приглаживала вот так сильно волосы, бетонировала их там лаком. А сверху вот здесь у меня был накладной хвост, который держался на 3 волосинах, потому что там в итоге действительно столько их и осталось. И вот благодаря этому я отращивала волосы примерно год для того, чтобы в принципе распускать их. Я год целый ходила с такой гулькой на голове. В общем, челка-шторка не такая, как может показаться на первый взгляд, простецкая опция в парикмахерском искусстве. Чаще всего именно с ней и возникают проблемы, вопросы, потому что далеко не каждый мастер в состоянии просчитать все эти моменты по челке-шторке, как волосы стоят или растут от корней, какой градус подъема у этих волос, какой тип волос вообще у данного клиента, смогут ли эти волосы держать укладку, которую требует сама челка-шторка. Потому что все эти референсы, которые мы видим, красавица, раскрасавица, обратите внимание, что у большинства людей азиатские волосы. А мастера, которые не понимают, что эти все референсы сделаны на жестких, густых волосах. Кстати говоря, эти волосы еще очень замечательно держат укладку. Вот у турчанок, иранок, у них такие жесткие, хорошие волосы, которые будут накрутку, любую накрутку, на плойку, на фен, держать до следующего мытья головы. Поэтому, знаете, самое главное, что в этом во всем я права в том, что тип волос – это один из первых ключевых моментов для того, чтобы подобрать стрижку. Потому что форма лица – это одно. Да, мы с ней тоже должны работать, но тип волос в первую очередь. Для мастеров, сразу объявление для мастеров. У меня вышла книга «Код идеальной стрижки. База номер 1», где я показываю и рассказываю, и как правильно стричь челку-шторку, и кому она подойдет, и под какой тип волос она подойдет. И не только про это, конечно. Там все базовые стрижки из интернета, поэтому ссылки на нее будут в описании в моем закрепленном комментарии. А теперь хочу открыть вам небольшую тайну. Почему же не получается ее чаще всего подстричь так, как хочется? Потому что их существует достаточно большое количество. И я вам сейчас покажу на примере своей техники стрижек, сколько их существует в моей технике. Они у меня разбиты по коллекциям. Первая коллекция называется Slim Bangs или изящная челка. Что это такое? Это тонкая, необъемная челка, которая может быть даже не сведена со всеми остальными волосами. То есть это челка без сведения, достаточно известный термин у профессионалов. Теперь давайте посмотрим, что это за челка. В каждой коллекции у меня несколько видов этих челок. Первая челка шорт. То есть это короткая, тонкая, обращая внимание на вот эту массу волос. Ее здесь практически нет, она тонкая. Поэтому эта группа и называется Slim. Это изящная, тонкая, эстетичная, то есть, достаточно понятно, думаю, изящная уже понятно. И о чем еще это название? То, что она не сведена со всеми остальными волосами. Это волосы одной длины и просто отдельная тонкая челка. Вторая челка Medium. Это средняя. Эта челка будет отличаться от предыдущей длиной. Если предыдущая базировалась вот здесь, то это тоже такая же тонкая, изящная, без переходов к основной стрижке. И длина ее примерно, она, конечно, здесь уложена, а по факту длина ее чуть выше зоны челюсти. И третья из этой группы long, то есть то же самое. Она не сведена со всеми остальными волосами. Она не глубокая, но длинная. Если бы она была без укладки, здесь длина ее ниже точки челюсти или зоны челюсти. Да, и из этого же класса вот тоже длинная, тонкая, изящная, без сведения со всей остальной стрижкой. Вторая коллекция 3D Bangs или объемная челка. Это уже челка со сведением. Что это такое? Первая челка в этой группе Medium. В этой группе нет шорт. Нет короткой челки, здесь только медиум, потому что средняя длина – это самая короткая длина, на которую можно подстричь эту челку или сделать эту челку.
Что такое со сведением? Это когда челка или ее крайние пряди плавно перетекают в линии со стрижкой. Почему 3D? Еще раз говорю, потому что она достаточно глубокая и она объемная. Она здесь подстрижена градуировкой. В этой группе всего 2 стрижки. Вторая стрижка long, длинная, со сведением. Здесь уже мы хорошо вообще видим, в принципе, ее всю вот эту мощь, 3D объем, который плавно переходит в саму стрижку. И третья коллекция French Bangs или французская челка. Я думаю, сейчас вы многие, кто хочет вообще в принципе себе сделать челку-шторку, прям пальчиком ткнете и скажете: вот эту челку я всегда хотела, вот я ее хотела. И я уверена, что наша героиня, на которую я сделала сегодня обзор, хотела именно эту челку, но получила совершенно другой формат. Первая шорт, короткая челка. Почему я ее назвала французская? Потому как французские актрисы очень любили эту челку. И это классика жанра французского кино, где главная героиня носила такую челку. Поэтому французская. Итак, главное отличие в том, что эта челка как будто бы двойная. По центру у нее идет одна длина и одна форма, а по краям эта форма уходит в другую форму и не соединяется, в принципе, чаще всего не соединяется с основной стрижкой. Вот здесь очень хорошо видна структура этой челки. Вторая челка medium, средняя челка. В чем ее отличие от предыдущих? Она более глубокая. И здесь выбор рисунка глубины, он отличается от предыдущей челки, поэтому средняя. И третий вариант в этой группе long. Длинная и по центру пряди немножко длиннее, чем у предыдущих челок. И по краям она тоже более длинная. Тоже 3 вида. Так что, друзья мои, вот для меня совершенно неудивительно, что многие не могут добиться хорошего результата, потому что все эти челки стригутся не просто так, вот я такую хочу. Они обязательно подбираются под тип волос, как волосы растут, держат угол от корня, как они будут держать саму укладку. И вообще, в принципе, что у нас за стрижка. От этого будет и зависеть выбор, какую челку сделать. Так как я создатель техники стрижек, я вижу разницу между этими деталями. Навряд ли вы найдете эту информацию у кого-то другого. Можете даже не искать. Это мое личное изобретение, мои наблюдения. И мне так проще общаться с своими клиентами, студентами, чтобы объяснить разницу между этими челками. Поэтому не удивляйтесь, что вы получаете другие результаты. Челок, шторок на самом деле, видите, в моей технике только их аж целых 11. А для мастеров хочу сказать, если нет насмотренности и тренировки, вы можете просто не видеть разницы между ними. Поэтому ничего удивительного. Обращаюсь к мастерам, кто хочет научиться это делать. Записывайтесь на мой бесплатный вебинар, который будет анонсирован во всех соцсетях и на канале. Пока идет запись, я вам буду там рассказывать разницу между этими челками и покажу схемы, по которым они стригутся. И, конечно, должна напомнить, что если вы окрашивание делаете в домашних условиях и хотите получить полный алгоритм окрашивания, начиная от подготовки волос и заканчивая уже как смыть цвет, который вам не понравился, эти все алгоритмы есть у меня на курсе «Салонный блонд дома» и «Салонный русый дома». Салонный блонд дома. Там вы найдете ответы на вопросы, как из любого цвета волос выйти в салонный блонд, в том числе и выход из черного в блонд. Я разбираю, как выбрать пудру, как подобрать оксид, чтобы не убить волосы, как выбрать красители. Там я рассказываю на примерах 8 брендов, которые доступны в любой стране. Как создавать разные миксы, как наносить эти составы, потому как у вас нет скорости, как у мастера. Сколько выдерживать на каждом типе волос. Как убрать желтизну, как не допустить зелень, как тонироваться в холодный или теплый блонд. И что делать, если вдруг цвет вам не понравился. А для тех, кто хочет получить салонный русый дома из любого цвета волос, салонный русый дома. Как краситься без рыжины, без затемнения. Как уйти из блонда в русый без зелени, как смешивать красители, как наносить, чтобы это было все безопасно для волос. И еще одна важная особенность. В каждом направлении
по 11 баз. И в первом, и во втором направлении также есть окрашивание седины. Для каждой базы существует свой алгоритм окрашивания. То есть нельзя взять всем показать один алгоритм. Так не работает. Поэтому на просторах интернета огромное количество ошибок, которые люди допускают и в домашнем окрашивании, и даже в салонном окрашивании. Сейчас на все скидки и полезные бонусы. Ссылки в описании и в моем закрепленном комментарии. И следите за выпусками, скоро книга по колористике. Напоминаю, что оперативно на ваши вопросы я отвечаю в первый час после выхода нового видео, поэтому подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе. Курсы, книги, онлайн-консультации, ссылки в описании и в закрепленном комментарии. И всегда читайте описание, потому как я могу там дополнить тему ролика. И подписывайтесь на мой телеграм-канал. Туда вы можете присылать вопросы со своими фотографиями. Ссылка на него в описании и в закрепленном комментарии. Благодарю вас всех за потрясающие комментарии. Надеюсь, ролик был для вас полезный. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы получать новые уведомления. А я на этом канале снимаю ролики для вас и показываю все тонкости работы мастера индустрии красоты. Bye-bye, everyone! С вами была Ева Лорман. И до встречи в новых видео. Эй, народ, не скупись, лайк поставь, подпишись, колокольчик тут же жми, делись со всеми, не томи, хватит даме танцевать, пора идти видос снимать.